Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я хочу познакомить вас с прекрасным человеком, который является руководителем заведения Wine Garage. Зия Хайдаров. Необыкновенно харизматичный, обаятельный, умный, интересный и, главное, человек, который является живым путеводителем по виноделию в Грузии. В этом ролике Зия расскажет нам про виноделие, про вино. Ну и, конечно же, расскажет про заведение Wine Garage. Итак, встречайте! Давайте сначала познакомимся. Как вас зовут и где мы сейчас находимся? Здравствуйте, меня зовут Зия Хайдаров. Мы находимся в гараже у моего дедушки, который был конвертирован в винный погреб. Чем вы здесь занимаетесь и зачем? Что ж, мы занимаемся тут распространением грузинской культуры потребления грузинского вина. Вообще, в принципе, уважение к вину как к таковому, то есть умение его оценивать, умение его потреблять, то есть понимать, что, когда, зачем, после чего. Вообще, может быть, и не надо уже вина, а может, надо чего-нибудь другого. То есть мы здесь продаем культуру потребления. Вот. Что вы хотите получить в результате? В результате я хочу получить как можно больше достойного внимания натуральным продуктам, которые есть в Грузии, которые все еще натуральны. И ввиду того, что на нашем рынке все еще не очень дорогой труд, и у нас есть возможность, наши земли очень, очень плодородные, очень богатые, благодаря уникальному расположению Грузии. И с севера, и с юга у нас горные хребты, с запада и с востока у нас моря. Следственно, появляется очень много интересных микрозон, где произрастает куча прекрасных натуральных продуктов. И этим не воспользоваться будет очень глупо и стать жертвой глобализации или стать жертвой каких-то непонятных трендов. Есть один хороший тренд, это называется slow food, slow kitchen, то есть это тренд, говорящий о том, что нужно потреблять ту пищу, которая у вас произрастает под боком, а не стараться попробовать какие-нибудь замороженные или не совсем свежие продукты и на них строить свое потребление. Так. Потребуем лекции, да? Стумрепс, карит. Как вы поймете, что получили результат, к которому шли? Я понимаю его с каждым разом, когда у нас появляется, к нам заходят гости, как это происходит сейчас, к примеру. Добро пожаловать, welcome. Проходите, ребят. Как раз рассказываю про наше заведение, про наши ценности. Да. То есть понять можно, исходя из того, как люди воспринимают, как они начинают, ценят ли они твои ценности, то есть они их с уважением к ним относятся, они разделяют эти ценности или нет. Когда ты видишь, что они разделяют эти ценности, то и результат уже для тебя ясен. Как вы находите поставщиков хорошего вина и сыра? Я не нахожу поставщиков, я непосредственно плотно сотрудничаю с производителями и просто стараюсь немножко изучить сам процесс, углубляюсь в ту или иную сферу производства, пытаюсь понять, не является ли она какой-нибудь очередной жертвой, скажем так, коммерциализации, индустриализации. То есть я не работаю с заводскими производителями вина, сыра или чая. То есть это аутентичные, натуральные производители грузинских продуктов. Как мне объяснить своему знакомому, Да. что у вас не вино, разлитое из одной бочки, а настоящий качественный продукт? Какие доводы я могу ему довести? Вы можете довести доводы, то, что эти вина не фильтрованные, следственно, они уже им очень легко испортиться, скажем так.
поэтому для них нужно необходимые условия хранения. Соответственно, они просто так нефильтрованные вина выдавать за, точнее, фильтрованные вина выдавать за нефильтрованные, ну, очень легко это понять. То есть вкус насыщеннее, он гораздо интенсивнее, он более полноценный, он гораздо больше самих вкусов, длиннее послевкусие. И это чувствуется, просто стоит раз попробовать. Ну и самое главное, конечно, это то, что эти вина сделаны традиционным грузинским способом. То есть в квеври, в наших глиняных кувшинах, которые имеют уникальную форму, и они закопаны в землю, что им потом впоследствии дает очень много преимуществ перед другими винами, которые сделаны не грузинским традиционным способом. Я все время думала, что крепленое вино – это вино с добавлением спирта, и чем меньше вина спирта, тем оно слабее, то есть сухое. Вы немножко, вы думали правильно, то, что скрепленные вина это и есть вина, которые, это так называемый портвейн, то есть порто. Он получился как раз-таки тогда, когда уважаемые португальцы путешествовали по своим морям, океанам, и у них было с собой вино, оно начало портиться, и единственным способом, как его спасти, было добавить туда спирта. И так появился портвейн, крепленное вино. То есть это вино с добавлением спирта. Но то, что касается сухих вина, это вина, которые содержание остаточного сахара, в которых меньше 5 грамм на литр. Остаточный сахар – это тот сахар, который после того, как срывает виноград, и в нем есть, к примеру, 22 или 23% сахара. После того, как его отжимают, начинается ферментация, и дрожжи делают свое дело, они поедают сахар, и в итоге появляется, то есть продуктом в качестве, то есть вследствие химического процесса под названием ферментация, да, их продуктом является алкоголь конечным. И алкоголь образовывается как раз-таки, чем больше сахара, тем больше образовывается алкоголя. Но ввиду окружающей обстановки, то есть если температура низкая, то есть если она падает или она не благоприятствует тому, чтобы, или недостаточное количество дрожжей, то есть тогда этот процесс останавливается. И получается, что у вас, в зависимости от того, сколько было дрожжами съедено сахара, получается либо сухие вина, как я говорил, до 5 грамм остаточного сахара, либо от 5 до 15 это полусухие вина, ну и уже от 15 и выше это уже полусладкие, и там идут уже дальше сладкие. Кто с вами работает? Со мной работают энтузиасты. Я сам тоже энтузиаст натурального вина и не только. Вот. То есть мы стараемся ценить те продукты, которые есть в нашей стране, и помогать им развиваться, промоутировать их. И не просто потому, что они сделаны в нашей стране, а просто потому, что они воистину все еще аутентичные, натуральные и полезные. Это не надо иметь какого-то серьезного медицинского образования или высшего образования, чтобы понять, что те продукты, которые растут у тебя рядом под боком, и в которых не используются индустриальные удобрения, также не используются никакие ядохимикаты, инсектициды, пестициды и остальные циды, что они будут, которые попадают вам на стол за считанные часы, что они будут гораздо полезнее, чем те продукты, которые выращены с индустриальными удобрениями, там, всеми химикатами, ядохимикатами и путешествуют к вам месяцами. Кто ваша целевая аудитория? Наша целевая аудитория – это местный потребитель, то есть это местный житель, который также отчасти становится жертвой глобализации. Он уходит в супермаркет, там ему попадаются в основном индустриальные вина, индустриальные сыры, чаи, который не знает о том, что у него в стране
есть такой прекрасный ассортимент натуральных продуктов. И зачастую даже туристы больше осведомлены о вот этих натуральных продуктах, чем наши местные жители. Когда вы начали этим заниматься? Я этим начал заниматься где-то 1,5 года назад непосредственно, то есть я занялся уже вот этим гаражом. Ну а так интересуюсь органикой и натуральными продуктами уже более 5 лет. То есть гараж открылся в октябре 2018-го, все верно, да? Так, хорошо. Когда лучшее время для дегустации вина? Что ж, для дегустации вина, в зависимости от того, какие вина вы будете дегустировать, но дегустация это же все-таки подразумевает собой небольшое потребление тех или иных вин. Но все-таки я сделаю маленький экскурс, то есть если вы собираетесь пить белое вино, то вы должны понимать, что ваш желудок должен быть либо полон, либо вы должны будете это вино чем-то закусывать. А лучше все-таки сначала чуть-чуть перекусить и потом уже пить, вот как я сейчас, пить белое вино или янтарное вино. Почему? Потому что у них повышенная кислотность, и ваш желудок превратится в зону боевых действий, если вы будете пить белое вино на голодный желудок. Следственно, лучше дегустировать белые вина после того, как вы хотя бы что-то перекусили, либо чем-то хорошо закусывая. Вот. Но то, что касается красных вин или розовых вин, там попроще обстоят дела, и для них достаточно просто запить их водой, то есть, чтобы понять лучший переход от одного вина к другому вину, прочувствовать. И пить вообще как таковые вина лучше, белые лучше днем, а вечером лучше пить красные вина. Ну а розовые, так как они и одновременно и белые, и красные, их можно в любое время дня и ночи пить. Почему считается, что вино хорошо пить вместе с сыром? Что ж, потому что вино и сыр – это оба продукта ферментации. То есть в случае с вином это виноград, а в случае с сыром это молоко. Ну и когда встречаются два ферментированных продукта, то если правильно их произвести их матчинг, да, то есть чтобы они совпали, совпадение дает увеличение вкуса одного, то есть обоих. Одним словом, один продукт раскрывает лучше другой продукт. То есть выпить вино и закусить его сыром, либо съесть сыр и запить его вином, вы почувствуете более интенсивные или более другие оттенки вкуса того или иного продукта. Так. Болит ли голова после качественного вина? Она обязательно болит, если вы мешали эти вина. То есть если вы пьете одно какое-то вино натуральное, то шанс того, что у вас будет болеть голова, лишь в том случае, если вы не сможете хотя бы поспать 6 часов. Если вы спали больше 6 часов и до этого вы даже перепили натурального вина, но, опять же, повторюсь, одного вина, то тогда у вас никаких проблем не будет, то есть похмелья не будет. А в случае с тем, чтобы мешать вина и у вас тоже не было проблем, надо помнить одно простое правило, то есть переходить то есть с белого переходить или с янтарного вина переходить на красное, ну а уже точнее на красное, а с красного лучше не возвращаться на белое или янтарное. Почему люди покупают хорошее вино и как определить его хорошесть? Люди покупают хорошее вино в надежде на то, что оно хорошее, и платят за это довольно-таки большие деньги. Чтобы платить маленькие, скажем так, деньги, более бюджетные вина, одним словом, чтобы покупать и чтобы они были хорошие, для этого нужно не один год тренировок и не одна $1000, потраченная на вина. Да? Поэтому нужно смотреть, выбирать вина нужно к сожалению, так как у нас, к примеру, в заведении мы даем пробовать все вина, вне зависимости от их цены, то есть мы предоставляем уникальную возможность нашим гостям попробовать все вина, которые у нас есть. То есть мы не продадим вино, не дав попробовать нашему гостю.
К сожалению, такой практики нету во всех других, во многих заведениях, поэтому нужно смотреть на этикетку, обращать внимание метод, которым было сделано. Если написано, что это натуральное вино, то, соответственно, можно увидеть немножко осадка. Вот в этом вине его тоже можно заметить. То есть осадок — это, в принципе, показатель благородности вина, и да, его должно быть не больше сантиметра, по максимум пару сантиметров на дне собранного на донышке. Также обратите на этикетку, чтобы она, скажем так, не слишком пафосно расписывала вино, и главное в ней прочитать, что либо это вино сделано путем биоизготовлением, то есть без использования каких-то дополнительных, без использования индустриальных удобрений, там, ядохимикатов и так далее. Вот. Также, если видите, что оно не фильтрованное, то это тоже уже большой плюс, потому что вино, не натуральное вино, то есть индустриальное вино, которое не фильтровано, но оно в априори не может быть вино индустриальное, не фильтрованным, потому что если вино индустриальное и оно не фильтрованное, тогда это опасно для вашего здоровья, потому что все эти самые ядохимикаты и так далее, они могут попасть вам в организм. Соответственно, обращаем внимание на фильтрованное и нефильтрованное, натуральное, биодинамическое или же просто органик будет написано. Вот это главные ключевые моменты, на которые надо обращать внимание, и визуально посмотреть, оно должно быть, у него должен быть немножко хотя бы благородного осадка в случае нефильтрованных вин. Сережный телефончик не подводит, отлично. О, вот так, отлично. Ну, не страшно, если что, мы... Так, Да. следующий вопрос. Готовы? Да? Так. Все нормально? Да? Все нормально? Сколько пальцев? Давайте проверим. А в чем проблема, я не могу понять. Да нет, просто. Я просто думал, если что, мы вам дадим наш телефон, вы заснимите, и мы вам перешлем просто. В конце концов. Так, хорошо, дальше. Как определить хорошее вино от очень хорошее домашнее вино из личного погреба? То есть в каком смысле? То есть часто мы видим, вообще по всей Грузии продают вино в бутылках пластмассовых. Так. Да? И когда ты когда подходишь, спрашиваешь, и все говорят: очень хорошее домашнее вино из личного погреба. Ну, понимаете? Ну да, это маркетинговый ход, да. Это да, то есть насколько можно из этого вина, и вообще можно его покупать, нельзя, то есть как его готовить, то есть откройте нам секрет. Нет, домашнее вино, это не значит, что это обязательно как вино из пластмассовой бутылки, непонятно там оно из погреба или откуда. По сути, вина, которые, к примеру, у нас, это в понимании туриста из постсоветского пространства, это домашние вина, но сделанные профессионалами, то есть с использованием надлежащей посуды, то есть надлежащих емкостей и надлежащих технологий. Но это не индустриальные вина, поэтому домашнее вино это, конечно, классно, просто нужно убедиться в том, что человек, скажем так, имеет возможность хотя бы иметь вот подобные танки, цистерны, да, из нержавейки, или у него и вправду есть в погребе, то есть в маране у него есть квеври, то есть глиняные сосуды, которые закопаны под землю. Вот хотя бы это исходная точка, то есть если у него есть нержавейка или квеври, то этот человек имеет право сделать честное вино и никого не обманывать. То есть я к тому, что многие делают вина используя пластмассовые бочки, иногда даже эмалированные бочки. И это в большинстве случаев, то есть очень редко, когда такое вино, оно будет иметь какой-то потенциал вообще для там, состаривания или вообще для, скажем так, нести какую-то вот ценность больше, чем просто водичка, да, там просто жидкость под названием вино. Хотя и бывали такие случаи, что в бочках, из пластмассовых бочках с эмалированной поверхностью делали потрясающие вина. И я могу сказать следующее, то есть тут очень важен момент честности человека. То есть если это честный винодел,
он честно делает свою работу, он получает удовольствие от этого, он поет, скажем так, песни, когда делает вино, он получает от этого огромное удовольствие. Он не халтурит, да, то есть после того, как он сделал это вино в эмалированной бочке, потом он налил это не в пластмассу, а разлил это в стекло, после того, как ферментация была закончена и так далее, тогда это вино, оно имеет право быть вином и, скажем так, быть неплохим вином. Но в случае, когда это разливают в пластмассу и так далее и тому подобное, или делают просто в пластмассовых бочках без эмалированной поверхности, тогда это вино, это очень дилетантское, это, скажем так, далеко не качественное вино. Отличный ответ. Как пришла идея создать гараж? Идея приходила постоянно, когда мы с друзьями ходили в какие-нибудь заведения, в особенности какие-нибудь рестораны, где хотелось бы отведать каких-то для меня интересных вин, и там не было их в ассортименте, а если были какие-то вина в ассортименте, забудем про то, что они стоили дорого, их подача была несоответствующей, их хранение тоже, соответственно, несоответствующее было. То есть, по сути, я покупал дорогие вина, которые уже заблаговременно были испорченными. То есть я понимал, что уже я старался, и немало было ресторанов, где я был, или там, скажем так, даже винных заведений. Но все это было очень коммерциализировано, и они упускали все суть. Суть вина — это все-таки его правильное хранение, его правильная подача и употребление. То есть нужно понимать, что делать, когда делать и зачем делать. И так как ты работаешь с живым продуктом, то есть это натуральный живой продукт, и, соответственно, к нему нужно должное отношение. И в такие моменты, а их было немало, скажем так, мои друзья, когда уже говорили, что слушай, хватит уже, ты заливаешь, ты опять про свои эти вина, тебе это не нравится, это не надо, давай водку, водочку давай. Не люблю я водку, что делать? Точнее, я все понимаю, водка — это хороший продукт, в особенности, когда холодно. И, кстати, хорошую водку тоже очень тяжело сейчас найти. Одним словом, была очень большая потребность получать в стране, которая является родоначальником, родиной натурального виноделия, хотелось бы мне получить соответствующий натуральный продукт. Я решил уже покончить с этими мучениями и взять инициативу в свои руки. Какие программы церемонии, дегустации у вас проводятся? У нас проводятся разные программы. То есть у нас есть простая дегустация, то есть человек может заказать себе сет из нескольких вин, из 5-7 вин дегустационный. Он может просто попробовать, у нас бесплатно пробуются любые 2 вина, которые человеку хочется, то есть мы предварительно уточняем, что он хочет, то есть какой по кислотности, по тонинности, по телу и так далее, и даем ему пробовать несколько вин бесплатно. Либо он может заказать себе мастер-класс, и ему проведут мастер-класс о так называемом винолюбии, то есть wine appreciation, то есть как оценивать вино, как его хранить и как его употреблять. И то же самое относится к сыру, то есть это идет все в тандеме с нашим грузинским сыром, который уникальный. Как оказалось, у нас его не 3 вида: сулгуни мерули, сулгуни копченый или там еще сулгуни полукопченый, или недокопченый, а у нас их целых 185 и выше. То есть эти сыры уникальные, многие из них уже, точнее, пару из них имеют статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому, то есть мы проводим либо мастер-класс по винолюбию и также по сырам. И, соответственно, у нас также проводятся мероприятия, посвященные просто грузинским традициям, то есть грузинскому вечеру, то есть чтобы каково это неподдельное
чувство, когда ты, или неподдельный опыт, когда ты можешь посидеть в компании грузин, попеть с ними песни, выпить с ними натурального грузинского вина, попробовать грузинские натуральные блюда, не которые переделаны на какой-то там новый современный лад или что-то в этом роде, а просто простые, но настоящие блюда, вина и люди, что самое главное. Отлично. То есть последний вариант это там, где мы были, да? Да. Всё, я поняла. Так, какой график и стоимость участия в этих программах? Смотрите, у нас, начиная с дегустации... Посмотреть афишу. Да, то есть можно всю информацию можно получить на нашем Инстаграме или нашем Фейсбуке. Также у нас есть меню, где, в принципе, написано, все эти сервисы описаны. Это 15 лар стоит сет из 5 вин, 25 лар стоит мастер-класс на одного человека. И с экспириенсом, который мы говорили, с едой и так далее, это от 30 лар стоит. Это как мы только запустили его, мы еще, то есть конечная в зависимости от того, какой это будет званый ужин, то есть в зависимости от блюд, будет варьироваться цена где-то от 25 до 35 лар. Хорошо. Так. Какие программы вы хотели бы или планируете проводить? То есть вот о чем-то мечтаете, вот что-то такое интересненькое есть вообще? Интересненькое есть, конечно. Это, опять же, опыт Грузии как таковой, да. Это не то чтобы очень такая туристическая история, это, скажем так, максимально приближенная к тому, каково это быть в Грузии и вообще, что такое Грузия, с чем ее едят, да. То есть это вот то, что я уже озвучил касательно грузинских вечеров. Также это поездка на чайные плантации, то есть это на завтрак люди едут на чайные плантации, они там дегустируют чаи, плюс они там завтракают, затем они едут на грузинские достопримечательности, но это не те заезженные достопримечательности, к которым уже привыкли все туроператоры. Вот. И затем под вечер то есть попадаем на винодельню, где вам объясняют, что есть такое грузинское виноделие, как это происходит. Вы видите сами квеври, там уже происходит винная дегустация и застолье. Основное все-таки основное отличие нас от остальных, скажем так, заведений, это все-таки то, что мы хотим дать, немножко элемент образования присутствует, то есть, чтобы человек делал информированный выбор по чаям, сырам, винам и так далее. То есть, чтобы он понимал, что да, вот это на самом деле круто, это мне подходит, а вот это я сейчас не буду, потому что это мне не подойдет. И, как говорится, не все качественно, все то, что дорого. Да? То есть, я повторюсь, это заведение открыто для местного контингента, поэтому я не имею никакого морального права здесь делать какие-то туристические цены, лишь бы, чтобы, как говорится, быстрее наживиться. Поэтому тут весьма доступные цены за отменное качество. И это и есть основной принцип. Так. Есть ли максимальное количество участников в программе? Максимальное количество участников зависит от... То есть группа зависит от того, формата, который они выбирают. То есть, к примеру, дегустации, они проводились, и у меня были дегустации и для 150 человек. То есть для этого снималось специальное помещение. То есть у нас есть, благо Батуми город красивый, у нас есть очень много локаций. И это все проводится очень в красивой обстановке. То есть, в принципе, количество участников, оно не сильно ограничено, просто вопрос времени. То есть тут мастер-класс, он занимает примерно где-то 45 минут, плюс-минус 5 минут.
Дегустация, она занимает 30 плюс 5 минут, то есть полчаса плюс-минус 5 минут. Ну и, скажем так, experience, то есть опыт с грузинского вечера, что это такое посидеть и попеть, и попить, и поесть, и, в общем, проникнуться вот неподдельной грузинской обстановкой. На данном этапе мы владеем возможностью принимать 2 группы точнее, до 15 человек. Ну, сейчас я вижу вообще с 5 часов. Уже вообще-то почти сколько времени? Сколько длится одна программка, блин? Ну, достаточно так это. А когда мне сказали до 12 ночи, я вообще думаю, ну все. Но я сначала думала, ну 40 минут, ну часик. Ну, вы про чайную дегустацию имеете в виду, да? И тут до 12 ночи, класс. Сидим. Ну, поймите, у нас обычно приходит очень много людей, и то есть идет ротация людей. Обычно мы еще берем второго чайного мастера, который в другой комнате размещаем, и вот такая вот. Здесь 2 дегустационных зала. Ну вот, да, вот эта да. комнатка, где мы были, еще есть. Да, да? Да. Ага. Ну вот у меня здесь следующий вопрос. Это будут ли открываться новые залы дегустации именно ваши? Или вы будете все-таки арендовать? Есть, это зависит от количества людей. Все. Да. Сколько будут, ну, запрос какой будет. Да. Хорошо. Как вы находите артистов, которые поют, играют? Артисты. Дело в том, что я стараюсь найти людей, которым это доставляет удовольствие, а не они стараются продать себя. То есть, как обычно, это люди, которые имеют свободное время и могут отдаться своему какому-то хобби, таланту и так далее. То есть это не профессиональные исполнители, к примеру, которых можно заказать себе на свадьбу или какое-нибудь мероприятие, и они будут стоять на сцене и вот так вот петь, и бедные думать, когда бы они уже закончат это пение, и когда же они смогут уйти домой. Нет, то есть это люди, которые, это, можно сказать так, полупрофессионалы, и, следственно, с ними работать гораздо приятнее, потому что это неподдельный опыт, который сейчас очень тяжело найти в сегодняшнее время. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот пару вопросов по этикету. Как держать бокал и почему именно так? Смотрите, наша главная задача — это все-таки отсеять неважные вещи и оставить, скажем так, назовем это понты, да, и оставить самое главное в обращении с вином и другими натуральными продуктами, которые, то есть это сыр и чай. И, по сути, почему нужно держать либо вот так, либо вот так, это обуславливается тем, какой функционал вам нужен на данном этапе. Если вы сидите за столом и надо тянуться с кем-то чокнуться, и это очень далеко, то, взяв вот так вот стакан, вам будет гораздо удобнее дотянуться, чем если вы возьмете его вот так, или тем более вот так, то есть у вас просто будет лишь длина вашей руки, а не длина еще руки и стакана. Поэтому это очень удобно. Также, когда мы держим стакан вот так, то есть мы можем аэрировать, то есть декантировать вино вот таким движением, либо декантировать вино нужно, взявшись прямо вот здесь вот вверху ножки, и делать те же самые движения. То есть либо стакан держат для того, чтобы декантировать правильно, да, то есть вот взявшись вот здесь вот наверху у ножки, либо держат внизу ножки, то есть за саму ножку, тоже для того, чтобы декантировать, либо просто потому, что так уже устали держать, и так будет удобнее дотянуться до человека, с кем вы хотели бы чокнуться, как бы это ни звучало. Плюс есть еще нюанс, когда вы держите вино, ну, скажем так, вот обнимаете бокал руками, в особенности с
белыми винами это не самая классная история, тем более, когда еще начинает его там 2 руками держать и тому подобное. Вы просто согреваете вино. Белое вино не нужно согревать, оно должно быть от 11 до 15 градусов, поэтому его лучше не согревать. То есть, чем дольше оно будет в прохладном состоянии, тем лучше. То, что касается красного вина, можно использовать историю с руками для того, чтобы согреть это вино, и чтобы оно быстрее дошло до 19 градусов. Красное вино, его подача от 15 до 19 градусов. Тогда вы сможете почувствовать все его ароматы, вкусы и так далее. Поэтому, то есть красное вино можно вот так держать, подержать, можно прижать к себе, можно обнять, можно подышать на него. Но идея в том, что то есть, все обуславливается физикой и ничем другим, то есть никакими понтами, а чистой физикой. Так, отличный ответ. Что такое декантировать? Декантировать — это то, о чем я вам как раз-таки говорил, то есть это аэрация. Она делается для того, чтобы вино надышалось. Вино без декантации, то есть без того, как без обогащения кислородом, оно будет в состоянии неподготовленном к употреблению. Кислород, то есть контакт с кислородом подготавливает вино к тому, чтобы вы его почувствовали, чтобы вы его приняли. Потому что чем больше вино обогатится кислородом, тем больше раскроется его вкус, тем больше раскроются его все ароматические составляющие. И, в принципе, вино будет готово к употреблению. То есть, поэтому говорят, что вино недостаточно подышало, либо оно передышало. Это уже история, когда вы забыли стакан, и он там стоит часа 4, наверное, да, к примеру. Опять же, это идет история не всегда применима. Это если у вас молодое вино, которому год, максимум оно во 2-м году, то вы можете оставить бокал вина на 4 часа, он станет только лучше. Или, к примеру, бутылку молодого вина, которому не больше, чем год или максимум 1,5 года, вы можете спокойно оставить на ночь открытую бутылку, полную открытую бутылку вы оставите на ночь, и она на утро к полудню она будет вот идеальная к тому, чтобы ее употребить, потому что она потихоньку будет обогащаться кислородом, то есть декантироваться. Также есть специальные декантеры, всем нам известные, которые такой имеют форму декантера, да, и они предназначены для того, чтобы было больше поверхности соприкосновения с воздухом, чтобы быстрее вино подышало. Ну вот, в принципе, вся история. Ну, ранее мы уже говорили, в принципе, но еще разочек. Можно ли мешать за один вечер разные вина? Можно кратко? Можно, и если хочется, нужно мешать вина за вечер. Главное переходить от светлых вин к более темным винам. Или возвращаться можно, конечно, от красного вина к янтарному вину только в том случае, если его телистость и его, то есть его тело, то есть насколько оно густое и также насколько оно крепкое. Если оно крепкое и густое, то можно вернуться с красного вина на янтарное вино, к примеру. Просто я не жду, что вы найдете какое-то белое вино, которое будет настолько же телистое и, скажем так, плотное и крепкое, как янтарные вина. Это очень редко у белых вин происходит. Вот, в принципе, простой принцип. Так, ну, тут более, наверное, сложный вопрос. Как говорить о вкусе вина? Сладость, кислотность, крепость, тонинность, тельность. То есть кратко только, да? То есть как вообще? То есть... Вина оцениваются... Вообще у вина есть 2 характеристики. Это его цена и качество. Это самое главное, надо помнить. А также вводные данные, когда вы говорите, приходите в какое-то заведение или говорите официанту, к примеру, я хочу телистое вино с низкой кислотностью и с высокими тонинами. Все, теперь все понятно, и вам принесут соответствующее вино. Я надеюсь, что принесут. Вот. А другие остальные моменты, то вкусовые, они у всех индивидуальны. То есть то, что мне может показаться вкусом
напоминающим борщ моей бабушки, то кому-то может показаться каким-то, не знаю, может быть, скажем так, земляным вкусом. Поэтому никогда не стесняйтесь называть вещи своими именами. Те вкусовые характеристики, которые вы чувствуете, то есть вы учуяли что-то, может это пахнуть пивом, может это пахнуть, я не знаю, какими-нибудь ягодами или что бы там ни было, не надо пытаться искать какие-то высокие эпитеты и фразы подбирать, а просто то, что вы чувствуете, вы должны это, скажем так, сообщать. А основные вводные данные я вам сказал. Для чего делают углубление на дне бутылки? Углубление на дне бутылки делают для того, чтобы лучше собирался тот самый благородный осадок, чтобы его было лучше видно. То есть благодаря тому, что форма углубления, она примерно похожа на пирамиду или какой-то подобной пирамидальной формы, то весь осадок собирается вокруг скажем так, по периметру, по окружности бутылки. И легко оценить, сколько этого осадка собралось. Поэтому там уже смотрят, если осадка, скажем так, величиной с один палец, то это окей. Но если больше, тогда уже лучше в течение ближайших 3 месяцев поменять, то есть слить этот осадок и заново залить вино. Ну, и то, что туда палец всовывать и так далее, я не стал говорить, потому что можно держать всегда бутылку вина, можно держать ее вот таким образом. И, наверное, если... Кирилл, дай мне, пожалуйста, любую бутылочку вина, и я расскажу пару слов еще. Да. То, что касается бутылки вина. Бутылка вина, как вы уже до этого мы уже сказали, имеет вот это вот углубление, которое вот видно в виде пирамиды. И оно отнюдь не для того, чтобы туда удобнее было официанту поставить палец. Да? Как мы это уже уяснили, это для того, чтобы правильнее оценивать, насколько загрязнено вино осадком. То есть насколько много осадков собралось. И нужно ли менять бутылку, то есть нужно ли избавляться от осадков или нет. То, что касается самой бутылки вина, у нас, к примеру, в гараже мы используем очень, скажем так, честный и правильный подход к использованию тары. Почему? Объясним. Потому что вино, любая винная бутылка, ее стоимость состоит в особенности индустриального вина, да, индустриальную бутылку, если мы возьмем себестоимость, от 70 до 90% состоит из стоимости самого стекла, тары, этикетки, контр-этикетки, вот этого горлышка и самой пробки. То есть это составляет 90-70% стоимости. А сама жидкость, типа вино, оно составляет вот примерно 10 либо 20, скажем так, 10-30% от себестоимости. В случае с натуральными винами тут история уже идет где-то от 40 до 60%. То есть стоит сама тара и этикетки, и пробка и так далее. Поэтому мы стерилизуем бутылки тем же способом, как это делают виноделы. То есть у нас есть для этого стерилизатор, мы его раствором серы обрабатываем, даем ему высохнуть и потом наливаем туда вино, которое мы получаем на разлив от наших виноделов. Им это удобно, то, что им не нужно прикладывать лишнего труда, они могут быстрее продать какие-то определенные объемы вина. Мы же экономим очень большой процентаж стоимости вина и можем продавать по более, скажем так, доступным ценам для наших гостей уже вина, которые мы переливаем в бутылки, которые точно так же абсолютно стерилизованы, как это делают сами виноделы или индустриальным способом. Что вы продаете? Как я уже говорил, я продаю культуру потребления. Это культура потребления вина, сыра и чая. На данном этапе это так, но мы уже продвигаемся дальше и, соответственно, мы будем продавать непосредственно культуру, в том числе и грузинских застолий, то есть грузинских блюд,
То есть это довольно-таки простые блюда. Между прочим, грузинская и итальянская кухня, они очень похожи тем, что там, скажем так, простые блюда, то есть это простая кухня, это не настолько замороченная кухня, как, к примеру, французская, когда ты ешь, тебе приносят блюдо, тарелку, и ты думаешь, рыба это, может, курица? Нет, по-моему, это хлеб. Вот. И, соответственно, тут предоставляется возможность притронуться к простым, аутентичным грузинским блюдам, рецептам, которые вы сможете использовать, где бы вы ни находились, и они вам явно по жизни пригодятся. Это, если резюмировать, то мы, конечно, продаем, опять же, культуру потребления. То есть непосредственно можно прийти в гараж к вам в гости и купить вино, сыр, чай. Что еще? Все, да? Наверное? Вино, сыр, чай, мед, Мед, книги. книги. Да. Сегодня мы, да, уже нам делали целый экскурс. Кирилл, можно мне, если есть открытое окро? Да, или мцваны, или кахурим сюаны. Так, давайте еще раз просто Да. кратко, да? Кто основная аудитория потребления вина и сыра? В целом, я думаю, по нашей планете, не знаю, как по другим планетам, но по нашей планете в целом это люди, которые пытаются получить состояние измененного сознания без использования каких-то запрещенных веществ. Объясню почему. Потому что вино, чай, сыр это ферментированные продукты, да, и, следственно, они имеют при их определенном употреблении, количественном употреблении, вы входите в состояние измененного сознания. Как с сыром это достигается не совсем, скажем так, правильно будет сказать, но сочетание сыра и вина, или отдельно чая и вина, то есть это... Эти продукты вводят вас в состояние измененного сознания, которое можно регулировать. То есть есть верхняя планка, нижняя планка. И, соответственно, когда вы употребляете, к примеру, пьете, выпили 3 бокала вина, и продолжаете дальше пить еще бокалы вина, то вы уже стремитесь, то есть не закусывая и при этом не запивая эти бокалы вина ни водой, не закусывая их сыром, не запивая их чаем, то вы стремитесь к верхней планке. Верхняя планка, которая вас доведет до того, что вы, в принципе, уже из состояния измененного сознания перейдете в состояние неприятного сознания. То есть вы будете уже в опьяненном сознании. То есть ваше сознание будет помутнено, вы будете, скажем так, далеки от истины. Но если вы будете в течение этих 3 бокалов вина, к примеру, вы будете либо запивать водой, либо закусывать его сыром, либо запивать его чаем, то вы будете это посередине, и так это состояние может продолжаться энное количество часов в зависимости от того, сколько вы употребляете вина, то есть водные данные это у нас вино, сыр и вода. Это вот самое простое объяснение тому, почему люди хотят и употребляют сыр и вино, именно потому что оно дает то самое измененное сознание, благодаря которому они могут чувствовать себя либо более уверенно, либо более отстраненными. Другие люди достигают этих состояний при помощи употребления каких-то запрещенных веществ. Но эти люди предпочитают делать это натуральными продуктами и без вреда здоровью. Отлично, там уже, наверное, готов ваш. Оно чуть-чуть долго стоит, Поэтому оно будет еще вкуснее. Да. Так. Как вы рассказываете об этом вашим потенциальным клиентам? Так и рассказываем. То есть как доносите? Через интернет, через сарафан? Как? Через посты. Как это происходит? То есть мы делаем соответствующие посты на нашей страничке в Фейсбуке и Инстаграме. Также при любых наших мероприятиях, это будет дегустация, это будет грузинский вечер, это будет мастер-класс, то и там мы всегда упоминаем о том, что истина в вине, и она заключается в том, чтобы быть в балансе. То
то есть что нужно на 1 стакан вина хотя бы в общем и целом употребить полстакана воды и так далее, так далее. Да? То есть нужно, соответственно, либо закусывать, либо запивать его водой, и тогда вы будете получать удовольствие от этого всего, а не будете попадать в какой-то верхний экстремум или в нижний экстремум, когда вы просто выпьете 1 бокал вина и, скажем так, будете ждать, что вот где же оно, это состояние измененного сознания. Можно получить его и от 1 бокала, но тогда вы должны предварительно, скажем так, съесть половину от того, что вы обычно съедаете перед употреблением этого вина. Спасибо вам большое. Что бы вы пожелали нашим зрителям? Я бы пожелал нашим зрителям оставаться верными своим традициям и быть немного ближе к истине. То есть не становиться жертвами каких-либо трендов, глобализации, а быть ближе к тому моменту и к той земле, на которой вы находитесь. То есть будьте меньше коммерциализации, больше аутентичности. Будьте здоровы. Спасибо большое. Спасибо. Пока я занималась производством этого ролика, я его пересматривала несколько раз, и мне каждый раз было интересно смотреть и слушать, поскольку информация из первых уст и то, что Зия человек, который, так сказать, некоммерческий, да, то есть он от души делает это, рассказывает все по правде. Это очень здорово и интересно, и хочется приходить в это заведение, возвращаться и участвовать в мероприятиях. Если после просмотра ролика у вас появились вопросы лично к Зие или его команде, пожалуйста, очень прошу вас писать их в комментарии под этим видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. До скорой встречи!